Привет! Сегодня немножечко про стук. Хотя сам стук мы не услышим, но увидим его последствия. И, возможно, немножечко поговорим о причинах, приведших к этому. У хорошего владельца хороший стук никто не услышит, потому что при стучащем двигателе хороший владелец просто прекращает эксплуатировать автомобиль, грузит на эвакуатор и едет в автосервис. Вот такой автомобильчик к нам приехал. Фотон, грузовичок, на нем стоит реплика английского, разумеется, Перкинса, небезызвестный вам, наверное, фазер. Двигатель застучал, хозяин привез его, сняли поддон, вот, пожалуйста, куски вкладыша. Простейшее диагностическое действие: при стучащем двигателе снимаем поддон и смотрим его содержимое. Все, что развалилось в моторе, падает в поддон. Пробег автомобиля несколько сот тысяч километров. Оценим теперь, что же стучало в нашей машинке, почему обратились. Послушайте стук. Ну и вот он, больной 4-й цилиндр шатунной шейки, который совсем не оказалось вкладыша. Видим следы от ударов поршня по клапанам и немножечко жести по состоянию двигателя. Рассухарили клапана, снимаем пружину и оп, а вот он сальничек. Сальничек просто развалился и болтается на клапане. Посмотрим дальше. Оп, сальничек болтается на клапане, не сидит на посадочном месте. Следующий. Ура! Хоть один сальник сидит на своем месте. Какое счастье! Может быть, и этот сидит? Нет, увы. Причем, по уверениям водителя, автомобиль масло не ел. Посмотрите состояние сальников. Это не пластик даже, это дрова. Это просто деревянные какие-то втулочки, которые своей роли не выполняли. А автомобиль масло не ел. Теперь состояние втулок клапанов можно определить даже отсюда. Прекрасно видно люфт. Сейчас перевернем головку и увидим этот прикол более наглядно. Заметно, да? Люфт клапана порядка полумиллиметра, а то и более. Может быть, следующий получше, посмотрим. Все то же самое. Болтается, как говешка в проруби. Вот в таком состоянии автомобиль эксплуатировался, пока не стуканул. Ну, здесь немного поприличней, да. Следующий будет еще лучше, потому что он дальше всех от входа во впускной коллектор. Вот примерно в таком состоянии эксплуатируются китайские автомобили. Посмотрим состояние втулок под поршневые пальцы. При демонтаже поршневого пальца, разборке поршня, втулка просто выпала. Вот мы видим ее состояние. Втулка провернута. Следующая.
То же самое абсолютно. Ну и вот вообще втулочка выпала из шатуна. Разрушилась полностью. Автомобиль ездил, я напоминаю, ездил, пока не стуканул. Ну а теперь реплика американского небезызвестного двигателя Каменс. Каменск, камень, каменец, как его только не называют. И здесь мы видим действительно тот случай, когда хороший стук вылез наружу. Вот, пожалуйста, прогоревший поршень, а вот где стук вылез наружу. Поршень, разумеется, прогорел из-за плохого состояния форсунки, перегрелся, лопнул, развалился, что повлекло за собой появление вот этих двух технологических отверстий. Ну, я бы сказал, атехнологических отверстий. А вот и сам поршенек. Все, что от него осталось. Пожалуйста, можно изучить его внутренние части. Лопнул, прогорел. Разумеется, люди ездили на ХАЛ. Разумеется, обратиться в сервис и отремонтировать форсунку, пока разогретый поршень не лопнул, было не судьба. Теперь будем ремонтировать мотор за приличные деньги.